Всем привет! Сегодня я покажу, как вязать вот такую милую аппликацию на звездочки. Это может быть подвеска куда-то в машину, допустим, в подарок как символ наступающего года, или на елочку подвеска. Если вы возьмете пряжу толстую, как долфин, можно сделать подушку. То есть вариантов вообще много. Если не вязать саму звездочку, а только мордочку, вполне сойдет как аппликация на куда-то на детскую варежку или на тапочки. То есть тут уже как захотите и как сыграет ваша фантазия. У меня связана вот мусечка поменьше, крючок 1,5, побольше 1,6. И здесь у меня пряжа на звезду одинаковая, она у меня. Только я здесь вязала в одно сложение, это пряжа Коко от Вита, а здесь в два сложения. И получилось, видите, вот разница прям, ну, очевидная, да, звезды у меня в 2 раза одна больше другой. Такие вот милые моськи. Глазки на безопасном креплении здесь. Можно вышивать, в принципе, вообще. Если это будет подушка, конечно, лучше вышить. Хотя бы я видела, что в интернете продаются здоровые такие глаза. Но сама пока я еще не покупала, не пользовалась. Прям большие есть глазки. И, наверное, есть и носики, не искала. Договоримся так, чтобы пряжа была приблизительно одного размера. Все равно какой состав. Звезда у меня связана из хлопка. Здесь мордочка шерстяная, здесь акриловая пряжа, вот эта вот рыжая, Baby Bone. То есть, в принципе, все равно какая пряжа. Главное, чтобы она была приблизительно одного размера. Ну и крючок, соответственно, под вашу пряжу. Ну вот, давайте вязать. Вязание начинаем с ушек. В кольцо амигуруми делаем 3 столбика. Воздушная петля, затягиваем колечко, будем вязать поворотными рядами, поворачиваем работу, прибавку делаем в первый столбик, раз, два в одну петлю, 1 столбик, и в крайнюю петлю делаем прибавку, раз, два в одну петлю. Делаем воздушную фиксирующую, ниточку обрезаем, оставляем ниточку длинную, чтобы потом нигде не выскочила. Берем рыжую пряжу. Теперь она у нас будет в работе. У нас будет 3-й ряд. Хвостик, где я сейчас закончила работу, у меня находится с левой стороны. Фиксирую в угол рыжую пряжу. Провязываю 1 столбик, и после этого я его не считаю. Теперь нужно повторить. Прибавка столбик 2 раза. Вяжем прибавку в эту же самую петлю, где зафиксировали. Раз, два в одну петлю. Столбик. Раз, два во вторую петлю. Столбик. И в крайнюю петлю делаем прибавку. Раз, два в одну петлю. Воздушная петля, поворот, провязываем 8 столбиков. Теперь, не поворачивая работы, надо вот по этой вот части нам провязать 5 столбиков, укладывая вот эти вот хвосты и прихватывая их сразу. По рыжему провязываю 1 столбик. Черный по черному 2, 3 в серединку вот сюда, 4 снова вот в черную и 5 вот сюда вот в рыжую. Немножечко у нас присобралось ушко, оно вот так будет ввязываться. Делаем воздушную фиксирующую петлю и ниточку обрезаем. Хвосты вот эти подрезать не нужно, пусть вот так все и остается. Вот так, страшненько пока. Нужно связать еще одно ушко.
Перед тем, как начинать вязать в саму мордочку, нам нужно где-то 1,5-2 метра нитки отмотать, для того, чтобы потом вязать вот эту планочку, чтобы основную работу не обрезать нить, чтобы у нас ниточка дополнительная была. Вот на эту планку, она ввязывается у нас в работу, в процессе, надо оставить 1,5-2 метра. Просто в зависимости от вашей пряжи. Вот, допустим, у меня она не очень толстая, я оставляю 1,5 метра где-то. Ниточки убираю. Теперь мы будем вязать мордочку. Начинаем с белой пряжи. Делаем цепочку из 7 воздушных петель. Вязать будем по кругу. Прокладываем маркировочную ниточку. Начинаем вязание во вторую от крючка петлю, с нее 5 столбиков по цепочке. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 в одну петлю. По обратной стороне цепочки 4 столбика. И прибавку 1, 2 в одну петлю. Ряд у нас окончен. Второй ряд. Прибавка 1, 2 в одну петлю. 4 столбика. 3 прибавки. 1, 2 в одну петлю. 1, 2 во вторую. 1, 2 в третью петлю. 4 столбика. И 2 прибавки. 1, 2 в одну петлю. 1, 2 во вторую петлю. Вяжем третий ряд. Нужно повторить столбик, прибавка 10 раз. Провязываем по кругу столбик, прибавка 1, 2 в одну петлю. Я 1 провязала и еще провязываем 9 до конца ряда. В кругу у нас сейчас 30 петель, и нужно провязать 2 ряда, 4 и 5, без изменений, по 30 столбиков в каждом ряду. 6 ряд, 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. 7 ряд, 4 столбика. Следующие 3 петли провязываем только за задние полупетли. 1, 2, 3. И 17 столбиков до маркера, до конца ряда. Делаем воздушную фиксирующую петлю и ниточку обрезаем. Маркер убираем. В работе у нас сейчас будет рыжая пряжа. Берем ее и крепим во вторую справа от хвостика петлю. Вот сюда. Эту петлю мы тоже не считаем, потому что она у нас только для закрепления. Теперь вяжем 8 ряд, начиная с этой же самой петли, 2 столбика, хвост назад за себя, прибавка 1, 2 в одну петлю, 3 столбика,
прибавка, раз, два, в одну петлю, 1 столбик, прибавка, раз, два, в одну петлю, 3 столбика, прибавка, раз, два, в одну петлю, 2 столбика, прибавка, раз, два, в одну петлю, 2 столбика, прибавка, раз, два, в одну петлю, 1 столбик, прибавка, раз, два, в одну петлю, 2 столбика и прибавка, раз, два, в одну петлю. Прокладываем маркер. Вяжем 9 ряд, 3 столбика, вытягиваем петлю и временно ее оставляем, пока мы из нее вязать не будем. Будем вязать со второй петли, ну, со следующей петли, с первой, никакая она не вторая, конечно, вот с этой. В работе у нас белый цвет. Крепим белую пряжу. Будем вязать, начиная с этой же самой петли. Нам нужно провязать 3 столбика прибавка 3 раза с этой же самой. Раз, два, три, прибавка 1 раз. Раз, два, три, прибавка 2 раз. Раз, два, три, прибавка 3 раз и 3 столбика. Воздушная петля, поворот. Теперь вяжем поворотными рядами. У нас 10 ряд. Убавка, 2 столбика провязываем вместе. 14 столбиков. И убавка, 2 крайние петли провязываем вместе одной петлей. Воздушная петля, поворот. Вяжем 11 ряд. Убавка, 2 петли провязываем вместе. 12 столбиков. Убавка, 2 крайние петли провязываем вместе. Делаем воздушную фиксирующую, ниточку обрезаем. Белый цвет нам больше не понадобится. Теперь у нас в работе черный цвет. В основании между рыжей и белой петлей фиксируем черную ниточку. Помните, что первая петля фиксирующая, когда мы присоединяем новый цвет, мы ее не считаем никогда. Поэтому в эту же самую петлю будем вязать первую, и нам нужно по скосу до вот этих вот открытых петель, до косички, по вот этому скосу белому, провязать 3 столбика. Значит, начиная с этой же самой петли, куда сейчас провязывала, вяжем 1, 2, 3. Вот мы дошли до косички. Здесь у нас по косичке 14 петель. Провязываем 14 петель черным. Теперь снова по вот этому белому скосу нужно провязать 3 петли, 3 столбика. Вот этот белый хвост туда заводим за работу и провязываем по скосу 3 столбика. 1, 2, ну и пусть вот в основании вот так вот будет 3. 3. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем.
Теперь берем рыжую пряжу, ту, которую вот мы оставляли 1,5-2 метра, я сказала, надо оставить. Вот теперь она нам и пригодится. Находим вот эти петли, которые у нас были, которые мы провязывали только за задние полупетли. Вот они у меня 3 петли эти. Вот это крайний белый ряд получается по вот этой пипке. Вот. Надо в первую правую петлю зафиксировать ниточку. И начиная с этой же самой петли провязываем 3 столбика вот по тем петлям, которые у нас остались по передним. 1, 2, 3. Вяжем перемычку между глазками. Делаем воздушную петлю, поворачиваем работу. Второй ряд у нас вот этой перемычки. Столбик. 3 столбика во вторую петлю. 1, 2, 3 в одну. И в крайнюю петлю 1 столбик. Воздушная петля, поворот. У нас сейчас на планочке 5 петель. И нужно провязать 4 ряда туда и обратно. С 3 по 6 по 5 петель. Перед поворотом всегда делаем воздушную петлю. Воздушная фиксирующая петля, и ниточку обрезаем, коротко, не режем. Такая планка. Вот этот вот хвост от наборного ряда сразу спрятать вовнутрь. Вот так. Теперь возвращаемся в ту петлю, которую мы откладывали. Вот она у нас около маркера висит здесь. Возвращаемся в нее. Подтягиваем. И вяжем по черному полотну 8 столбиков. Вот эту планочку, которую сейчас связали, нам нужно ввязать в этот ряд. Петля у меня на крючке. Вот у меня первая петля от планки с хвостиком. И черная петля. Надо мне провязать одной петлей. Их всего у меня здесь 5. Провязываем вместе 5 раз. 1 провязала. Здесь нахожу, где у меня черная. 2. Здесь нахожу 3. 4 и 5. Ввязала планочку. И теперь уже до маркера, до конца ряда провязываем без изменений. Здесь у нас 21 столбик должен быть. Провязываем по черному, здесь переходим. Смотрите внимательно, чтобы в провязанные уже петли не попадать. Вот у меня черная, где заканчивается. Вот она, где рыжая петля. Вот сюда не провязать. Вяжите, считайте, должно получиться до маркера 21 петля. Четырнадцатый ряд. 6 столбиков. Теперь берем ушко. И нам нужно провязать, вот как мы ввязывали планочку эту, также нужно провязать с головой ушко. У нас здесь, помните, мы провязывали 5 столбиков вот по торцу. Прикладываем ушко. Петля у меня вот она на крючке. Нахожу здесь вот крайнюю петлю. И вместе со следующей петлей от головы провязываю столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Все вот эти хвосты у нас оказались внутри головы, вот пусть они там и живут. Обрезать их не надо. Продолжаем вязать. После уха по голове 5 столбиков.
по планочке. Берем второе ушко, точно так же хвосты с правой стороны вплетаем, как и первое ушко, находим, где здесь у меня первая петля, вот она, от хвостика. Прикладываю к голове, нахожу следующую петлю головы, хвосты туда-назад завожу, провязываю 1, 2, 3, 4 и 5. Вот, ввязала второе ушко. И теперь уже до маркера без изменений провязываем 16 столбиков, просто по голове. 15 ряд, 13 столбиков. Убавка, 2 петли провязываем вместе. И до маркера, до конца ряда провязываем 22 столбика. Делаем воздушную фиксирующую петлю и ниточку обрезаем. Такая мосечка у нас миленькая получилась. Теперь я ставлю глазки. У меня глазки на безопасном креплении. И вставляю носик. 1, 2. Вот сюда вставлю. 1. Если от планки 1, 2, 3. Под 3-й ряд я вставляю носик. И защелкну все это. Теперь нужно белую часть мордочки, носик, вот где у нас, заполнить наполнителем и вышить ему ротик. Вкалываю иголку с обратной стороны между 2-м и 3-м рядом белой пряжи. Вот сюда. Оставляю здесь ниточку. Сантиметров 8, наверное. По центру вкалываю под носиком. Прокалываю весь наполнитель. Какую длиннющую нить взяла еще. Вот так стягиваю. Здесь на узел завязываю. Сильно не стягиваю, а вы смотрите, как вам нравится больше. Нахожу с этой стороны ряд. Стараюсь делать это симметрично. Также между 2-м и 3-м рядом. Хвосты там мне мешают. Так, точно так же ввожу под носик. И здесь тоже на узел, где у меня там вот этот хвост, завязываю. И теперь вот эти хвосты, которые сейчас мы делали утяжечки, можно обрезать. Если вы будете аппликацию делать, то вот как бы и готово. Можно аппликацию на ручку, на ножку, на шарфик, на шапочку, куда угодно. Такая вот милая мордочка. Но я здесь еще сделаю полосочки сейчас. И сделаю бровки. Посмотрю, будет симпатично, нет. Вот так вот их сделать. Сюда над глазиком просто несколько стежков положу. Еще один сделаю. На 2-м стежке вывожу на другой глаз, положу стежки здесь.
Теперь выведу вот сюда, здесь прошью 3 полоски. И еще я хочу вышить крапушки вот здесь на щечках. Просто маленькими такими вот стежками, не затягивая, просто укладывая пятнышки. По 3 штучки будет достаточно. И с обратной стороны также. Теперь будем вязать уже лицевую часть звезды. Все равно, куда мы будем крепиться. Главное, чтобы подальше от хвостика, от этого, и чтобы не было накладок один в другую. Прикрепили ниточку. Начиная с этой же самой петли, вяжем по кругу 5 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. Прокладываем маркировочную нить, вяжем 17 ряд, 6 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. 18 ряд, 7 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. 19 ряд, 8 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. Воздушная фиксирующая петля и ниточку обрезаем. Одну часть мы связали, ее откладываем и теперь начинаем вязать вторую часть. На камеру я ее вязать не буду, вяжите ее по схеме в субтитрах. Вот такой блинчик должен получиться. 10 рядов у нас здесь. Теперь будем вязать лучики. Это у нас 11 ряд. Вяжем 12 столбиков. Берем деталь с мордочкой и отсчитываем 12 столбиков. Смотрим, чтобы они были у нас вот посередине мордочки, потому что лучик теперь будет идти сейчас вот отсюда. Нам нужно 12 по центру отметить. Вот я отметила, где он у меня. Это первая петля. Теперь нужно провязать 12 столбиков по второй детали. Эта деталь у нас вот на крючке. Соединяя их вместе. 12 столбиков. Вот так получилось. Теперь буду вязать по этой стороне детали, по блинчику. Здесь у нас маркер, от маркера петля, которая. Будем вязать убавки. У нас 12 ряд. Вот куда я ввожу крючок. Провязываем убавка 10 столбиков. Повторяем 2 раза. Вяжем по вот этой вот детали, которую сейчас замкнули в круг. Вяжем убавка 10 столбиков, повторяем 2 раза. Перекидываем маркировочную ниточку. 13 ряд, 9 столбиков, убавка, повторяем 2 раза. 14 ряд, убавка 8 столбиков, повторяем 2 раза. 15 ряд, 7 столбиков, убавка, повторяем 2 раза.
16 ряд, убавка 6 столбиков, повторяем 2 раза. 17 ряд, 5 столбиков, убавка, повторяем 2 раза. 18 ряд, убавка 4 столбика, повторяем 2 раза. 19 ряд, 3 столбика, убавка, повторяем 2 раза. 20 ряд, убавка 2 столбика, повторяем 2 раза. И последний ряд, лучика, столбик, убавка, повторяем 2 раза. Вытягиваем ниточку, обрезаем ее, убираем маркировочную. И через одну за передние полупетли прихватываем нить, стягивая кончик, чтобы было поаккуратнее. Узлов я здесь делать не буду, потому что и так все достаточно плотно. Теперь просто заправить этот кончик вовнутрь. Один лучик готов. Будем вязать следующий лучик. С изнаночной стороны буду крепить нить в уже провязанную петлю. Вот сюда. Вот она, видите, уже провязанная. Вот сюда я закреплюсь, оставляя нить подлиннее. Вот эту. Теперь уже по петлям вяжем 12 столбиков. Поворачиваем работу. Отсчитываем по детали с мордочкой вправо 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот он, 12. Провязываем по этой детали 12 столбиков. Вот эту петлю потуже. Прокладываем маркировочную ниточку. И теперь точно так же, как вязали первый лучик, вяжем. Это у нас 12 ряд, убавка 10 столбиков. Повторяем 2 раза. В ту петлю, которую крепили, мы ее не считаем, в нее не вяжем. Вяжем вот она в первую петлю, где после прикрепленной было. Вяжем убавка 10 столбиков. Повторяем 2 раза. И далее вяжем по схеме первого лучика. У нас там 9 столбиков убавка, потом убавка 8, чередуя убавки. Сначала они будут идти впереди ряда, потом позади, пока не закончим всю работу. Вот здесь у нас между лучиками будут вот такие некрасивые дырки. Вот. Поэтому я и сказала, здесь подлиннее ниточку оставляем, чтобы потом, когда лучик будет связан, вот этой наборной ниточкой аккуратно стянуть вот эти вот некрасивые дырки. И наполняем деталь по мере вязания. Получилась вот такая вот аккуратненькая звездочка. Теперь осталось только сделать петлю. У меня это в 2 сложения нитью из пряжи Куко. Просто воздушная цепочка. И завязала ее, там, узелки спрятала вовнутрь работы. Здесь у меня тоже воздушная цепочка, на ней столбики с накидом. Сделала 5 штук и пришила вот такую вот бусинку. Это колечко. Это колечко у меня от пластиковой бутылки. Та часть, которая у нас остается от пробки, когда мы открываем, вот здесь вот она, я ее сняла и обвязала столбиками просто
Ну и как делать вот это, я, наверное, вам объяснять не буду. Конечно, все знают, как делать бахрому. Просто нарезаешь отрезки и сворачиваешь. Мне понравилось такое сочетание, потому что тигр у нас черный с белым и с рыжим. И здесь как бы вот я повторила цвета, но без белого уже. Вот что у нас получилось. Показывайте, что получается у вас. Найти меня легко. Я есть везде под своей фамилией, в Инстаграме, Одноклассниках, ВКонтакте. Пожалуйста, пишите, присылайте. Давайте общаться и дружить. Пока-пока. До новых встреч.